Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог, нутрициолог и основатель школы осознанного питания Nordic Balance. Добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы с вами поговорим о том, что такое гликемический индекс. Это понятие мы узнали не так давно, в 1981 году, и открыл это понятие доктор Торонтского университета в Канаде, которого зовут Дэвид Дженкинсон. Он делал исследования продуктов питания для людей, которые больны диабетом. Он хотел выбрать продукты питания и сделать рацион питания для них. Так что же такое гликемический индекс? Это просто-напросто показатель того, как разные продукты питания повышают уровень сахара в нашей крови. И наш только что названный мной доктор Дэвид Дженкинсон, он сделал таблицу, которую он разделил на три группы. Это продукты с низким гликемическим индексом, со средним и с высоким гликемическим индексом. Было очень удивление большое у него на то, что наш организм реагирует на картофель или же на белый хлеб точно так же, как и на чистый сахар. То есть выброс сахара в кровь происходит точно так же быстро, как если бы вы съели быстрый, обыкновенный чистый сахар. По этой таблице вы можете узнать, с какой скоростью продукты питания распадаются в нашем организме и превращаются в глюкозу. Ну а глюкоза – это главный источник энергии. Какие продукты мы можем есть на стадии снижения веса? Конечно же, это прежде всего продукты с низким и средним гликемическим индексом. Почему? Потому что они, как правило, состоят, или не как правило, они состоят из медленных углеводов. И съедая такой продукт, это зеленолиственные, вы посмотрите, это огромное количество продуктов питания, да, входит в эту группу. Съедая такие продукты, наш организм успевает переработать энергию равномерно, планомерно, и ничего у нас не откладывается в жир. А продукты с высоким гликемическим индексом, наоборот, 100% обратную делают нам услугу. То есть наш организм, съев такой продукт, реагирует выбросом сахара, и, соответственно, инсулин подскакивает, и мы получаем этот заряд энергии, но на короткое время. Потом инсулин падает, и мы хотим спать, нас опять тянет на что-то сладенькое, умственная и физическая работоспособность тоже также падает, и получается такая цикличность. Да? В этой таблице доктора Дэвида Дженкинсона самый главный показатель является глюкоза. Он дал ей такую оценку по 100 баллам. И все остальные продукты питания, они сравниваются в соответствии с этой глюкозой. Какие продукты с высоким гликемическим индексом? Это прежде всего белый рис, белый хлеб, это макароны, это корнеплоды, кстати. И если мы обработаем термически тот самый продукт, то гликемический индекс, как правило, вырастает. К примеру, морковь. Да? Если вы съедаете одну морковь, сырая морковка имеет гликемический индекс 35, а если вы ее сварите, то она будет уже иметь гликемический индекс 75. Ну, хорошая новость, что гликемический индекс падает при заморозке. Вот. Еще должны вы обратить внимание на то, что спелость фруктов также повышает гликемический индекс. Поэтому лучше всего придерживаться здорового образа жизни и есть те продукты, которые, как я уже назвала, с низким или средним гликемическим индексом. Потому как если вы будете злоупотреблять вот этими самыми быстрыми углеводами, у вас в организме будут происходить вот эти скачки инсулиновые, да, и это приведет вас только к такому заболеванию, как преддиабет или потом диабет, ожирение, ну а дальше уже, естественно, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Поэтому придерживайтесь здорового образа жизни и кушайте вкусно, красиво, не злоупотребляйте всеми этими быстрыми углеводами, и вы не будете набирать вес,
будете жить в гармонии с душой и телом. Так что, дорогие мои друзья, надеюсь, сегодняшняя информация была полезна для вас. И я жду ваши вопросы, ваши комментарии. И в следующий раз мы с вами поговорим об инсулиновом индексе, что тоже очень важно. Ну а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория. Пока!